Следующим альбомом Пола Маккартни и группы Wings, выпущенным в 1973 году, был альбом Band on the Run. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. Этот альбом считается самым успешным и знаменитым альбомом Маккартни после распада группы Beatles. Фанаты группы долго и верно ждали альбом от бывших членов группы, который бы был не ниже уровня их лучших и любимых работ группы Beatles. И с выходом альбома Band on the Run их ожидания были оправданы. И нужно отметить, что звучит он именно в стиле лучших работ группы Beatles, а в этом есть своя ирония. Band on the Run – это альбом о поисках творческой свободы и бегстве от стереотипов и ограничений личного счастья. Маккартни стремился от шаблонной оценки своего творчества через призму величественной пирамиды достижений группы Beatles к восприятию его творений как свободной личности. И видно, что Маккартни наслаждался самим процессом поиска творческой свободы. Band on the Run – это не сборник разных песен, как в предыдущих работах. Здесь песни перекликаются по своему содержанию и настроению, объединяя альбом в единое целое. Вы знаете, что работу над записью этого альбома начали в Лагосе в Нигерии. Маккартни захотелось записать альбом в этом экзотическом месте. Место действительно стало для них очень экзотическим. Читу Маккартни ограбили во время их прогулки, угрожая ножом. Бандиты забрали и сумку с текстами песен и демокассетами. Были у них там и другие приключения. Группа вернулась в Лондон и там уже закончила работу над альбомом. Это был последний альбом Пола Маккартни, выпущенный на лейбле Apple Records. Фотография на обложке альбома была сделана в Острелли-парке в западной части Лондона. Популярность альбома росла не сразу, но ситуация изменилась после выпуска синглов с этого альбома, чего, кстати, Маккартни не хотел делать, но в конце концов согласился. Выпуск как синглов песен Jet и Band on the Run пошло на пользу росту популярности альбома. Бывший коллега Пола по группе Beatles Джон Леннон сказал в интервью журналу Rolling Stone в 1975 году, что Band on the Run – это отличный альбом. Учитывая то, как эти парни расстались после распуска группы Beatles, такой отзыв был прямо оливковой ветвью мира, брошенной под ноги Маккартни. Альбом занял первое место в чарте Billboard США и первое место в чарте Великобритании. Альбом Band on the Run стал самым продаваемым студийным альбомом 1974 года в Великобритании и Австралии. Альбом вошел в разные списки лучших альбомов, включая список журнала Rolling Stone 500 величайших альбомов всех времен. Этот альбом также входит и в мой личный список лучших работ Пола Маккартни. В 2013 году альбом был занесен в зал славы Грэмми. Соблюдая хронологию выхода альбомов, я хотел бы сейчас вам представить еще один альбом, в записи которого Пол Маккартни принимал активное участие. Это альбом под названием «Макгир». Он был выпущен в 1974 году, и альбом этот был выпущен младшим братом Пола Маккартни, Питером Майклом Маккартни. В моей коллекции этот альбом представлен все еще запечатанным оригиналом, выпущенным в США. На обложке альбома изображен Майк, захваченный как Гулливер в окружении маленьких людей. Среди фотографий на обложке также есть маленькие фотографии участников группы и других людей из жизни Макгира, а также детские фотографии Пола и Майка. Майк Маккартни – знаменитый артист, фотограф и автор песен. Он был заядлым фотографом с детства, продолжая фотографировать на протяжении всей своей жизни, запечатлевая в том числе и драгоценные моменты появления группы Beatles в 60-х годах. Менеджер группы Beatles Брайан Эпстайн называл Майка Маккартни «Флэш Гарри», так как он всегда фотографировался вспышкой. Майк основал свою группу The Scaffold незадолго до начала волны битломании. The Scaffold – это трио сатирической комедии, поэзии и музыки, в которое также входили Роджер МакГофф и Джон Горман. Майк взял сценический псевдоним Майк Макгир, чтобы не наживаться на своих семейных связях с членом ливерпульской четверки. Так что несправедливо утверждать, что у Майка Макгира не было бы сценической карьеры без его старшего брата Пола Маккартни. Пол старше Майка на 2 года.
но будет справедливым утверждать, что его альбом 1974 года «Магир» не появился бы на свет без помощи Пола Маккартни. Братья вместе работали над созданием альбома «Магир» в начале 1974 года, сразу после того, как группа Магира Гримс распалась, и после того, как альбом Band on the Run группы Wings стал международным хитом. Пол решил, что его младшему брату нужна небольшая поддержка, в том числе финансовая, и выпуск альбома для него и его семьи был бы хорошей помощью. «Магир» — это второй и последний альбом Майка Магира. В работе над альбомом также приняли активное участие и Линда Маккартни, и члены группы Wings, и другие приглашенные музыканты. Майк исполнил партии ведущего вокала. Пол Маккартни был продюсером этого альбома, а также выполнял партии бэк-вокала, играл на бас-гитаре и клавишных, хотя это на оригинальном выпуске альбома не указано. Две песни альбома были написаны Полом Маккартни с его женой Линдой. Эти песни сразу обращают на себя внимание. И одна песня была написана Полом Маккартни в соавторстве с английским поэтом Роджером Макгофом. Большая часть альбома «Магир» пропитана эпохой ранних 70-х с налетом звучания группы Wings. Альбом наполнен тщательно продуманными мини-поп-сюитами, звучащими, скажем так, в стиле Пола Маккартни. Сопровождение струнных текстов его брата Майка. Жаль, что Пол Маккартни так и не вложил деньги в продвижение этого альбома. Альбом мог бы иметь немалый успех. Последним релизом Майка, все еще использующим имя Магир, стала песня 1981 года «No Lie Die Dar is Lady Di». Это сатирическая дань уважения леди Диане Спенсер. Песня была выпущена во время свадьбы Дианы с принцем Чарльзом. Отойдя от музыкальных проектов, Майк Маккартни решил прекратить использование псевдонима Магир и вернулся к своей фамилии. Как-то Майка спросили, а не хотел бы ли он стать поп-звездой, как его старший брат? На что Майк ответил, что нет, не хотел бы. Он уже работает со своей новой группой. Это комедия и сатира. А в их семье уже есть певец, и у него неплохо получается. Как выразился Майк, одного понта в нашей семье достаточно. Фотоработы Майка Маккартни выставлялись по всему миру, включая Шотландию, Ирландию, Японию, США, Канаду, а также в национальных галереях. Очередной альбом группы Wings был выпущен в 1975 году и назывался он «Венера и Марс». В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. На мой личный взгляд, этот альбом явно уступает по мелодичности и оригинальности своему предшественнику, альбому Band on the Run. Фото на обложке альбома основа от Линды Маккартни. Этот альбом с более разнообразным песенным материалом, разных стилей и с большим количеством тем. Альбом занял первое место в чарте США, Великобритании и других странах. Альбом имел хороший коммерческий успех, по всему миру было продано 4 миллиона копий. Сингл, выпущенный с альбома в Великобритании с песнями Venus and Mars и Rock Show, даже не попал в чарты. На этом альбоме на двух песнях ведущий вокал исполнили два других участника группы Wings, Дэнни Лейн и Джимми Маккаллах, который, как многие считают, был лучшим гитаристом у Пола Маккартни за всю его сольную карьеру. Вокальные партии в исполнении Пола на альбоме были на высоте. В ретроспективном обзоре в журнале Rolling Stone обозреватель Пол Нельсон довольно жестко прошелся по этому альбому. Несколько фраз из этого обзора ярко демонстрируют отношение автора к этому альбому. «Венера и Марс» начинается со случайного и ложного предположения Пола и Линды о том, что весь мир чрезвычайно заинтересован в состоянии их союза. Насколько я знаю, Маккартни могут страстно любить друг друга, но именно самовозвеличивание, а не личная страсть, сияет сквозь компьютеризированную гладкость их несущественных песен. Автор пишет, что в целом альбом со скучными мелодиями и с одними из самых тупых текстов. Нельсон обращается к семейной паре Маккартни и объясняет Полу и Линде, что если музыкальная карьера у вас не сложится, ребята, вы можете устроиться на работу по написанию мыльных опер или стихов для открыток Hallmark. Но все-таки обозреватель признает хорошими песни Call Me Back Again и Listen to What the Man Said. Лично мне эти песни тоже нравятся, а насыщенное оформление альбома критик описывает как непреднамеренное определение художественной пустоты. Пятый студийный альбом группы Wings под названием Wings at the Speed of Sound был выпущен в 1976 году.
В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Великобритании. Альбом Wings at the Speed of Sound занимает первое место в чарте альбомов США и поднимается на второе место в чарте альбомов Великобритании. Оба сингла с альбома вошли в пятерку лучших в чарте синглов Великобритании и США. А песня Silly Love Songs заняла первое место в США в чарте синглов. На этом альбоме уже появляется песня «Домашний повар», в которой ведущий вокал исполняет Линда Маккартни. Хотя звучит она неуверенно, а оформление песни под стиль 40-х-50-х годов выглядит неубедительно. Лидирующий вокал еще трех песен звучит в исполнении других членов группы Wings. Получается, что каждый из участников группы исполнил ведущий вокал хотя бы в одной песне, а две песни полностью написаны другими участниками группы, без участия Пола. Все это было ответом Пола на критику, что группа Wings – это не более чем группа сторонних музыкантов для концертных выступлений. Попытка Маккартни создать впечатление, что Wings – это равноправная группа, была абсолютно неискренней. Хотя, я думаю, не столько по вине самого Маккартни. Вряд ли он мог тогда найти того, кто смог бы на равных с ним соответствовать уровню его таланта, и при этом захотел бы с Маккартни работать. Над аранжировкой альбома потрудились, звучит он хорошо. Альбом был записан и выпущен в разгар очень успешного тура группы Wings. 4 песни с него впоследствии вошли в сет-лист тура. Песни с альбома также вошли и в концертный альбом Wings Over America, выпущенного в декабре 1976 года. Один критик написал, что альбом Wings at the Speed of Sound звучит как альбом скучающей рок-звезды, которая вернулась на покинутую ранее вершину славы, но не могла понять, а что же ему делать дальше. Было продано 3,5 миллионов экземпляров альбома по всему миру. Конечно, я для себя нашел на этом альбоме несколько приятных песен. Следующим альбомом группы Wings стал концертный альбом, выпущенный в 1976 году. Альбом назывался Wings Over America. В моей коллекции данный альбом представлен оригиналом, выпущенным в Германии. Этот альбом, как вы знаете, выпускался на 3 винилах. Альбом был записан во время американского этапа концертного тура Wings Over the World 75-76 годов. Обложка альбома была разработана компанией Hypnosis, за что компанию номинировали в 1978 году вместе с продюсерской компанией Маккартни MPL на премию Грэмми за лучшую упаковку альбома. Кроме хитов группы Wings, на альбоме прекрасно звучат 2 кавера на песни сторонних авторов и 5 песен из репертуара группы Beatles. Во время работы над составлением альбома звукорежиссер Маккартни прослушал 800 часов записей ленты, чтобы выбрать лучшие. Составили сет-лист из 30 песен. Маккартни выбрал и смикшировал окончательный набор записей. Но без проблем не обошлось. Группе пришлось зайти в студию и перезаписать большую часть бэк-вокала, чтобы исправить расстроенный вокал и другие сценические ошибки. Концертные варианты известных песен на альбоме Wings Over America звучат более динамично, без студийной шлифовки, что в результате делает их во многих случаях даже лучше студийных оригиналов, хотя и не во всех случаях подряд. Хорошо сбалансирован альбом по уровню шума толпы, не более того, чтобы дать дополнительный необходимый заряд энергии звучащим песням. Минимальные разговоры на сцене. Музыка на альбоме звучит захватывающе, ярко и близка к идеальной. Исполнение Полом вокальных и инструментальных партий прекрасно, хотя и не всегда лучше студийных вариантов. Примером этого может служить песня Yesterday. Вообще это удивительно, что Пол может исполнять непростые инструментальные партии и при этом исполнять ведущую партию вокала. Хотя надо признать, что когда он не исполняет вокальные партии, а только играет на бас-гитаре, его игра звучит объективно лучше. Мастерски вплетены в звучание рок-группы Wings соло и партии духовых инструментов. Надо отметить, что Линда Маккартни также хорошо справилась со своими партиями на клавишных. Кстати, закрывает альбом медленная песня Сойли, которая не выпускалась ни на одном другом альбоме Маккартни. После своего выхода концертный альбом Wings наконец-то получил хвалебные отзывы критиков. Его называли одним из лучших концертных альбомов, когда-либо выпущенных, и одним из самых успешных.
триумфальный концертный тур и блестящий альбом. Автор книги «Битлз навсегда» Николас Шафнер назвал концерты Wings of America хард-рок конфеткой. Альбом поднялся на 8-е место в чарте альбомов Великобритании и занял 1-е место в чарте Billboard Top LP and Tape в США.